Всем привет! И мы встретились с вами на третьем уроке «Закрытый бутон ранункулуса». Мы будем делать с вами сегодня вот такой бутончик и оригинальный стебель к нему. Обратите внимание, здесь нет никаких швов, переходов. Сегодня научу делать вот такой стебель. Поехали! Первое, что нам нужно будет сделать, это собрать основу из кусочков фольги. Отрываем небольшой кусочек и начинаем катать шарик диаметром примерно 1,5 сантиметра. Вот таким образом. Немножко добавим еще фольги и сделаем острый носик нашего бутончика. Он должен быть заостренным, не очень сильно, не так как у розы, чуть-чуть поменьше. Но, тем не менее, он должен быть вот такой пухленький бутончик и небольшой носик сверху. Этого будет достаточно. Заготовочка у нас получилась отличная. Для удобства вклеим проволочку в бутончик. Загибаем небольшое кольцо, чтобы было удобно держать. И вклеиваем сюда. Ножницами проделайте отверстие небольшое. Вливаем клей и вставляем проволочку. Далее берем лепесточки номер 4, можно взять номер 3, здесь без разницы. Наша задача просто перекрыть фольгу 2-3 лепесточками. Поехали. Накладываем клей на край. Аккуратно. Размер лепестка может быть больше. Ничего страшного. Главное просто перекрыть все основание. Так, здесь. И также с противоположной стороны наклеим лепесточек, чтобы полностью перекрыть фольгу. Далее с помощью выкройки вырезаем 5 лепесточков, а с 6-м расскажу, что будем делать дальше. Поехали! Далее размещаем наш лепесток чашелистиком. Отмеряем у основания 4,5 сантиметра в ширину, таким образом. И в длину примерно 17 сантиметров. Это будет длина моего стебля. Вот таким образом. Вырезаем. Поехали. Для того, чтобы не было видно шва между чашелистиком и стеблем, вот такую конструкцию мы с вами построили. Будет выглядеть примерно вот так. Так, размещаем чашелистик. Он может быть больше, потом мы подкорректируем. И здесь точно так же, как мы делали на полузакрытом, будем сворачивать наш стебель и заклеивать. Таким образом перекроем полностью весь наш бутончик. Поехали! Подогреем на утюге и обработаем наши лепестки чашелистика. Итак, прикладываем, греем в течение нескольких секунд и загибаем, вот так сгибаем пополам, чтобы носик был немножко остреньким и загнутым. Вот таким образом, точно так же, как мы делали и ранее. Все лепесточки обрабатываем.
Так, загибаем. Аккуратно. То же самое проделываем со стеблем. Прикладываем лепесток чашелистика, нагреваем его и сгибаем. Сгибаем, конечно, в ту сторону, с которой у нас будет загибаться стебель. Сгибать мы его будем вот так, поэтому загибаем внутрь чашелистик. Вот таким образом. Вклеиваем лепестки чашелистика так, чтобы носик был чуть длиннее нашего основания. Если здесь будет тоже многовато, все это убираем. Аккуратно подклеиваем и подгоняем наши лепестки. Поехали! Как вы уже поняли из видео, сначала мы подгоняем лепесток чашелистика и уже после этого начинаем работать со стеблем. Убедитесь в том, что все хорошо приклеено, и переходите к стеблю. Аккуратно расправьте проволоку ровно и начинайте загибать с короткого конца внутрь вот таким образом и склеивайте. Клей наносим возле проволоки. Старайтесь сделать ровную линию клея. От этого будет зависеть красота вашего стебля. Загибаем. У основания тоже нужно нанести клей. Аккуратно, будьте внимательны. Далее вклеиваем вот сюда по полосочке и лишнее просто отрезаем. Поехали. Аккуратно наносите клей. Загнуться должно вот до сюда. Вот по этой линии, чтобы здесь был переход в стебель незаметным.
Аккуратно подклеиваем. Вот, по этой полосочке теперь просто срезаем аккуратно. Далее немного нагреваем стебель на утюге, совсем чуть-чуть, с двух сторон. И прокручиваем в руках, чтобы он стал более круглым. Аккуратно. Ну что, все, теперь можно обрабатывать с помощью флок-пудры. Наносим лак и затем флок-пудру. Аккуратно просеиваем через сито, таким образом, чтобы она была вот такой пушистой и не комковалась. Точно так же обрабатываем стебель и оставшиеся лепесточки. Я окрашиваю стебель не до конца, в целях экономии флок-пудры. Только там, где это будет видно в вазе. Можете воспользоваться таким же лайфхаком.